Представители знака зодиака Водолей. Водолеи, мои дорогие, здравствуйте. Что спешит вашу жизнь? Второй расклад – знаки судьбы. Давайте узнаем подсказки карт. И будем реалистами. Любой таро-прогноз или таро-расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, мои дорогие, мы с вами проведем приятное время. И ваш знак как раз допускает как альтернативные варианты развития событий, так и какое-то иррациональное. И, наверное, поскольку мы живем с вами, нам довелось прожить в эпоху перемен, мы где-то внутренне готовы к любым неожиданностям. Или мы сами где-то можем хотеть драйва. Ну, давайте узнаем. Наш сегодняшний прогноз-расклад несколько отличается от всех предыдущих. И первая карта у нас будет как олицетворение вашей сегодняшней истории или вашего внутреннего состояния. Вот кто вы? Как вы это чувствуете? Одновременно этой карты сигнификация, и вы можете определить, насколько это резонирует с вами, насколько есть синхронность или это откликается такое состояние в вашей душе. Какова ваша история жизни, которую вы проживаете? Какие ваши ощущения по данному моменту? Это будет у нас первая карта. Вторая карта. Что вы получите? Или обстоятельства, в которых вы можете оказаться, если подобная история будет продолжаться, как видят карты. Третье. Что вы чувствуете? Что спешит в вашу жизнь или что вы предполагаете, как будет продолжаться? И перейдем к более конкретным вопросам. Что вам нужно знать, чтобы быть счастливым? И достанем 3 дополнительные карты. Физический комфорт. Что для вас означает? Уровень безопасности и степень риска. Что спешит в вашу жизнь и обстоятельства? Через обстоятельства, через внешние события. Что спешит в вашу жизнь? Окружение, через ваш социум, может быть, личную жизнь. Тоже что или кто спешит в вашу жизнь? Знаки судьбы. В чем они? Как карты видят? Вообще королева мечей – это та, которая доверяет в первую очередь самой себе. Это та, которая оказалась в непростых ситуациях, и здесь больше рационализма и никаких эмоций. Это карта независимости. Это когда у нас нет каких-то иллюзий. Они пали уже как будто. И милое дело, красивое очень, она словно с крыльями. Где-то как вдохновение, безусловно, интуиция идет по этой карте, но и быть ангелом самому себе, вот буквально. Нам карты говорят о том, что правильная ваша какая-то стратегия и тактика. Может быть, есть ряд вопросов, которые вам приходится пересматривать. Но если мы спрашивали о внутреннем состоянии, это вы словно настороже. Кто-то из вас может быть в таких энергиях, когда я ничего хорошего не жду. Вот буквально. Может быть, за последние дни буквально там, может быть, и часы у кого-то сложилась такая история, которую вы не ожидали. И вы некоторую выжидательную позицию заняли, потому что вы хотите посмотреть, как будут развиваться события, от этого будут зависеть ваши приложенные усилия. Такое тоже. Но здесь наивности уже нет. Доверия какого-то по этой карте особого нет. Но абсолютная уверенность в собственных силах, что я могу что-то преодолеть. Причем такое, знаете, хладнокровие продуманное очень. И никаких эмоций, никакой какой-то ностальгии. Вот есть только реальность конкретного дня или каждого дня. Вот такими энергиями вы можете руководствоваться. Перекладывайте на себя, как это может откликаться в вашей душе. И вот такие энергии, они, конечно, для дел, для работы, для бизнеса, для документов прекрасны. Но что же вы получите, если будете оставаться в таких же энергиях? Очень символично старший аркан Отшельник. Я, надо сказать, люблю эту карту за то, что никто не мешает. Поэтому вам никто не мешает, если вы остаетесь в таких же энергиях. Или, как мы говорим, фраза есть такая: он или она у себя на уме, сама по себе или сам по себе. Вот что-то подобное, и старший аркан Отшельник, да, может быть, есть ряд вопросов или какие-то ваши задумки, которые вы должны проделать в одиночку или решить какое-то дело. Оно зависит целиком и полностью от вас.
Может быть, это как ваша миссия. Все же отшельник у нас философ. Его жизненный путь. И вот ваш какой-то жизненный путь должен быть продолжен. Мои дорогие водолеи, может быть, и обстоятельства как раз последних дней, часов, повторюсь, складываются каким-то образом так, что вам хочется что-то осуществить, и вы понимаете, что вы от этого не откажетесь. Но вместе с тем вы понимаете, что нужно отказаться от чего-то другого. И, может быть, вы уже себя к этому подготовили и настроили. И это может быть кто угодно или что угодно. Пересмотр по работе или пересмотр по отношениям. Безусловно, пересмотр себя самого или себя самой, своей стратегии и тактики, повторюсь, потому что от этого отталкивается королева мечей. Вообще это прообраз Юдифи, та, которая умела хранить молчание. Ей оно именно помогло, поэтому она и вошла, наверное, в историю. И то действие, которое она совершила, согласитесь, ведь она ни на кого не рассчитывала. Она смогла какой-то удивительный трюк, будем говорить, и совершить благодаря тому, что надеялась она сама на себя. И ей никто тогда не мешал, никто не знал о ее планах. Вот где-то и ваши планы, ну, как хранить молчание или не рассказывать о них. Для вас это усиливает позиции, потому что отшельник – это всегда сильная позиция. И, безусловно, это духовность, или назовите это каким-то высшим планом, высшей точкой достижения. Вы должны, ну, к себе как звезду какую-то путеводную поставить перед собой. А дальше какие-то методы вы будете корректировать. К этому нужно быть готовым. И это отнюдь обе карты не говорят нам о меркантильности. Нет. Тут именно больше какая-то духовность и цель. Давайте мы посмотрим, что вы чувствуете, что спешит в вашу жизнь. А тут как по закону вселенскому, может быть. По закону, буквально по закону, который в нашей земной жизни работает. Иногда это согласование важных вопросов с чиновниками или какие-то организации, куда вы идете получить документы, или подписать какой-то документ, или узнать, как вам осуществить действие тоже какое-то с учетом закона. Здесь это карта традиций. У кого-то личная жизнь может тоже меняться. И мы понимаем, что, ну да, наша сейчас сегодняшняя стабильность, это во главе угла стоит. А все, что остальное, ну или как цель, может быть, цель, я сказала, это как звезда, а вот в нашей земной жизни это как раз стабильность, уверенность. И карта может подсказывать, что вы видите, ну, где-то очень правильно. Когда выпадает, это, по сути дела, карта веры или аркан Иерофант. Значит, у нас должно быть все в согласии с законом или, может быть, с порядком каким-то, регулировками, какими-то правилами или, может быть, даже менталитетом того общества, в котором вы находитесь, или в той местности, где вы находитесь. По этому аркану и еще также у нас проходит и вот в иврите эта буква называется вав, гвоздь, словно какое-то место, вот как гвоздь, да, говорят, заложить первый камень или забить первый гвоздь. Вот в ваших каких-то решениях преобладает именно либо мечта, либо то, что вы хотите осуществить. И вот первые какие-то шаги делая, вы закладываете фундамент своей будущей надежности, стабильности и нового качества жизни. И те обстоятельства, в которых вы оказываетесь или оказались, пусть они вас некоторым образом так деструктивно даже на вас действуют, все-таки по королеве мечей есть определенное разочарование, от этого не уйдешь. Но, может быть, это высшие силы, мы говорим всегда по Иерофанту, это как по судьбе. Вас заставляют выйти из зоны комфорта или открывают у вас, ваши глаза точнее, на какую-то реальность для того, чтобы вы себя реорганизовали на какой-то высший путь или высшее знание, или выполнили свою миссию. Тут что-то очень важное. У вас идет 2 старших аркана, но это где-то и с вашими ведь чувствами или с вашими предположениями связаны эти 2 карты, вообще весь верхний ряд, и поэтому вы что-то очень правильно думаете. Но не должно быть, знаете, словно какой-то мишуры или помех извне. Давайте перейдем к земным вопросам. Что вам нужно
знать или важно знать. И, кстати, королева жезлов, две королевы. Когда две королевы выпадают в моих раскладах, я всегда говорю, примите во внимание. Вы вот как раз в центре этого внимания находитесь и о вас могут сплетничать, кому-то что-то может не нравиться. Поэтому вот эта позиция, как я описала по карте королевы мечей, для вас совершенно необходима. И неважно, кто меня смотрит, девочки или мужчины. Но уже на сегодняшний день, если мы спросили, что вам нужно знать, важно знать, королева жезлов – это сильная позиция, но она тоже умеет хранить молчание. И часто в классических колодах Таро возле королевы всегда расположен черный кот. И нам говорят, она умеет хранить тайны свои и чужие. Ты от нее никогда не узнаешь, что же она задумала. Я могу предположить, у кого-то конкретный человек – может быть, который рожден под знаком зодиака стихии огня, Овен, Лев, Стрелец, или имеет там даже где-то асцендент. Или в энергиях таких находится человек, от которого вы никогда не узнаете тайну, или его намерения, его цели, его планы. Но и вам находиться в тех же энергиях тоже карта предлагает. Какой-то расчет правильных действий. И все же карта огненная, имеется в виду наше желание осуществить дело, проект, какую-то тему воплотить в жизнь. И это должно быть продолжено. Но надеемся сами на себя. Почему? Потому что тогда помехи сразу начнутся, понимаете? А когда мы, продумываем чисто свои какие-то действия, даже если мы ляпсус какой совершили, то мы понимаем, что это наша тактика не сработала. Мы ни на кого не надеемся, кстати, ни по одной из этих карт. Но это означает сильная позиция. Давайте, чтобы вам быть счастливым, что нужно? И вот как физический комфорт, рыцарь жезлов, да, обстоятельства будут меняться. Не совсем тут про физический комфорт. Скорее всего, у кого-то это может быть поездка или предложение таковой. Может быть, у кого-то очень далеко, у кого-то и поближе. У кого-то это может быть, как надо подъехать, вот как раз какие-то инстанции, чтобы что-то согласовать или получить документ. По этой карте мы даже готовы хоть камни с неба. И в то же время вот эта готовность у нас уже рыцарь, когда у него нет никакого страха. Внутренне он настраивается, что какая-то турбулентность вокруг него будет. И тогда, наверное, физический комфорт, он большим плюсом у нас получается, потому что любая какая-то, или какой-то форс-мажор, который приходит к нам извне, нас никогда не застанет врасплох. Вот рыцаря жезлов никогда не застанешь врасплох. Но если на нашу земную жизнь мы это переведем, то это значит, что и если вам что-то предлагают, или как оказия, какой-то вариант у вас подворачивается, не отказывайтесь, потому что поймать момент как будто нужно. И мы не можем чего-то отложить на потом. Поэтому в плане физического комфорта, пока нам карта говорит, что нет, тут где-то нужно быть настороже. И дальше, если мы говорим о вашей безопасности, вы знаете, какие-то иллюзии вам могут конкретно помешать. Или когда вам сложно сделать выбор. Может быть, для вас 7 ваших желаний. Нужно как-то в красивый узор словно сплести, объединить. Не случайно у нас вверху ракушка. И объединить все наши желания, чтобы выстроилась какая-то наша единая канва действий, если этих желаний много. Но в приоритет, понятно, мы ставим что-то одно, или первое место какое-то будет отдано одному желанию, второе какому-то другому и так далее. Но упорядочить жизнь как будто нужно. Или провести некоторую ревизию, или, повторюсь, сделать выбор. И посмотрите, 4 монет. И мы спросили уровень риска. Никакого не должно быть риска. А именно мы сохраняем сами себя. И буквально по материальным каким-то вопросам не должно быть тоже какого-то минуса. Предельное внимание вообще к нашим всем жизненным важным вопросам, которые в конечном итоге могут увязываться со словом «деньги» или значением «финансы». Это может быть место вашего проживания, это может быть получение дохода. Для кого-то из вас, может быть, это вообще ведь это карта стабильности, карта якоря. И поэтому словно какой-то якорь вы должны обрести, и вы его обретете, если правильно свои желания или
Может быть, и избавитесь от иллюзий или сделаете выбор, и где-то будете готовы к неожиданностям. Тогда ничто вам не помешает достичь того, что вы хотите. Королева жезлов — это всегда какая-то тема есть. Это всегда есть то, что она хочет осуществить. И даже если меня смотрят мужчины, поэтому вот в таких энергиях быть и настороже все же я повторюсь, но от этого зависит ваше счастье, ваш уровень комфорта, безопасности. И если мы про степень риска, никакого риска вообще. И значит, это не азартные игры, не время для азарта, не время надеяться на какие-то пустые обещания. Также не время надеяться и просто что-то ожидать. А вот такие выверенные действия не случайно у королевы мечей. Меч в руках. Она готова от чего-то отказаться. И если у нас выбор стоит, который сделать может быть сложновато, потому что выбор может стоять между тем, что нам нравится, от чего нам как раз отказываться-то и не хочется. Но, значит, быть более рациональным вам придется, потому что от этого зависит счастье. Мы в 7 сторон сразу не пойдем, поэтому придется выбирать что-то одно. Что спешит вашу жизнь и как обстоятельства? У кого-то любовь. Может быть, для кого-то переезд совершенно необходим для того, чтобы объединиться с любимым человеком. У кого-то может проигрываться отношения на расстоянии. И вы сейчас словно отшельник, а вы стремитесь куда-то конкретно попасть для того, чтобы встретиться. Или вы чувствуете, туз кубков — это еще и наша наполненность. И как раз внешние обстоятельства вам помогают выйти словно из какого-то заточения или из какой-то прежней грустной истории для кого-то из вас. Переехав, может быть, в другую местность, там вы найдете не только как труд или способы заработка, или какой-то интерес, наполненность, но и буквально личную жизнь. И такое тоже я не исключаю. Обстоятельства как раз и могут вас, обратите внимание, выбивать, может быть, несколько из зоны комфорта для того, чтобы получить что-то большее. Давайте посмотрим, что у нас по окружению. Победитель. Это вы победителем можете быть. И вот все эти энергии, о которых мы с вами говорили, они действительно совершенно необходимы для того, чтобы у вас была какая-то победа. И победа по жезлам — это дело, работа, бизнес, деньги. Может быть, это и место вашего пребывания, решение вопросов по части имущества. Может быть, согласование и по части личной жизни. Все же по аркану Вера или Иерофант проходит, когда мы решаем какие-то, может быть, основополагающие вопросы, которые казались вашей прежней личной историей. И это вопросы брака или развода у кого-то, и детей, имущества, опять же, денег. Вот здесь может все пересекаться. И вы можете получить вот эту победу. И вы будете, как действительно в центре внимания, оставаться. Но о чем нам говорит эта карта? Окружение, оно разное. И победитель знает, что, как император, что люди сегодня думают одно, а завтра они думают другое. Окружение переменчиво. Это какая-то нестабильная субстанция. И поэтому какие-то ваши победы, пусть даже маленькие, вам нужно контролировать. Иначе, как только вы упустите контроль, все пойдет наперекосяк. И, может быть, контролировать буквально каждый свой личный собственный шаг, так и обстановку, которая разворачивается вокруг, чтобы что-то не упустить. Здесь как какой-то сюрприз у вас может быть. Или какая-то приятная новость. Я хочу немного прояснить, чего это может касаться. Какие вопросы? Если мы говорим, что спешит вашу жизнь, мои дорогие водолеи, по части обстоятельств, правда? Все то, что я сказала по тузу кубков. Колесо фортуны. И это карта фортуна, удача. И даже если вы сейчас чувствуете себя, вот я никому не верю, но, может быть, эти энергии совершенно необходимы, но это не просто, когда мы уходим в отшельника. В отшельника все же вот очень аккуратно нужно уходить, потому что есть всегда риск, что мы где-то уйдем на глубину собственных мыслей, и, знаете, вот, с каким-то маниакальным упорством можем продолжать наш проект. А тем не менее, вокруг какие-то происходят чудеса, добрые события, которые для вас открывают новые перспективы. У вас две карты, по сути дела, об этом. Что идет в вашу жизнь или что спешит. Удача спешит в вашу жизнь.
а мы можем отказаться. То есть тут вот так 50 на 50. Будьте внимательны. Правильный момент какой-то выбрать или разобраться, что же мне сейчас будет помогать. Может быть, и какие-то первые шаги в том или ином направлении вам сделать, а потом уже остановиться, отдышаться как будто и посмотреть, как это работает. И неважно, чего это касается. Либо это согласование, либо какие-то вопросы работы, какая-то активность у вас предусмотрена. Но именно через обстоятельства к вам приходят совершенно другие возможности. И опять же, как и по рыцарю жезлов, так и по колесу фортуны, какое-то ускорение, быстрота, скорость, когда мы чего-то не можем отложить на потом. Потому что сегодня этот шанс есть, а завтра его не будет. Мы не можем сказать, я подумаю завтра. Завтра это уже не сегодня, опять же. Колесо не случайно. Нам всегда фортуна изображается в виде колеса. Потому что мы знаем, что вот этот маховик, он может идти наверх, но потом неизбежно он пойдет и вниз. Какая-то цикличность, поэтому не упустите время. Окружение, что или кто спешит в вашу жизнь? Да это вы куда-то спешите. Это вы спешите поменять окружение. Это вы можете спешить в плане переезда, мои дорогие водолеи. И обратите внимание, Меркурий в Водолее. И в вашем знаке это адаптация новая к новым условиям. Организация себя самого или самоорганизовать на ту специфику дня, каждого дня. И на что-то, опять же, решиться сделать выбор. Вам совершенно необходимо, от этого зависит победа. Очень символично, что у нас вверху как будто иерофант, или мы говорим то, что вам по судьбе. Вот это самая победа, колесо фортуны. И шестерка мечей – это карта заслуженного успеха, пусть она называется не в этой колоде, а в другой. Но именно какой-то успех зависит от вашей решимости. В основных классических колодах Таро часто шестерка мечей изображается как человек отплывает на лодке от какого-то прежнего старого берега. И от него требуется мужество, потому что он не знает, с чем он столкнется. Но в прежней уже какой-то истории все проиграно. Уже вы разложили все пасьянсы, но вот теперь осталась последняя, пожалуй, партия в шахматы, которую вам нужно тоже сыграть. И как она пойдет, неизвестно. Какими вы будете играть, белыми и черными, тоже. Сама по себе где-то неизвестность, и тем не менее мы идем вперед. Потому что как раз в прошлое даже не хочется оглядываться. И вас ожидает новый социум, новые люди. Может быть, люди, которые говорят на других языках. Вам придется себя адаптировать к этому окружению, и у вас это получится, потому что карта победитель. По сути дела, если вы задумали сменить сферу деятельности, у вас это тоже получится. И по шестерке мечей часто хорошо проигрываются новые IT-технологии или заработки посредством интернета, или, может быть, бизнес посредством интернет, рост вашей популярности с учетом, безусловно, будет проходить по части победителя, да. Здесь как будто вам карты говорят, что, Водолей, даже не сомневайся, у тебя получится что-то, но быть аккуратным, не застрять, понимаете, в каком-то своем видении. Ведь нужно как взаимодействовать с окружающими и выстраивать отношения, так и нужно чего-то не упустить, то, что приходит в виде обстоятельств. А по колесу фортуны это всегда то, к чему мы не готовы. Знаки судьбы. По жезлов это всегда новые решения, свежие какие-то решения. Наши желания, безусловно, жгучие, потому что жезлы, огонь, что-либо осуществить. У кого-то может проиграться какая-то история с вашими детьми. И каким-то тогда образом, может быть, и взрослые дети, это будет воздействовать на вас и вас заставлять тоже некоторую перерокировку в своей жизни совершить. Но это больше все равно касается именно вас, мои дорогие водолеи. Это может быть как и новость, информация или какое-то событие, которое вас подталкивает принимать решение или делать выбор. Знаки судьбы. Что спешит в вашу жизнь, и есть ли знаки судьбы, в чем они? Еще одну карту достанем. Какая-то концепция денег или заключение, может быть, очень удачного контракта, или иногда проходит как новая возможность заработков,
Иногда по этой карте проходит решение жилищного вопроса. Все то, что в конечном итоге замыкается на деньгах. Может быть, подписание важных соглашений, бумаг финансовых или какая-то финансовая грамотность, кстати. И ноябрь-декабрь как раз с переходом Плутона в ваш знак зодиака мы ожидаем изменения на валютных рынках, изменения вообще концепции денег или финансового состояния, финансовой системы или каких-то фондов. Наша где-то реорганизация в плане финансов нам может понадобится как раз изучить даже, может быть, как теперь это работает или как электронные деньги. У каждого какая-то своя будет задумка, чтобы осуществить какой-то проект. Но возможности, в который раз повторяюсь, они есть. Да, расслабиться тут некогда, расслабляться. Тут некогда быть, знаете, ну, как бы настаивать где-то на своем. Вот это может помешать, мои дорогие. И ваш знак, он как раз тем и вы сильны, что интеллект, мои дорогие, а интеллект это как высшее знание, но интеллект это еще и интуиция и наш прежний опыт. Тот опыт, который мы не хотим повторить. И поэтому, если что-то в вашей жизни завершается, значит, это вас пространство хочет на какие-то новые свершения, на вашу миссию подвигнуть. Но вопрос финансы, как знаки, у вас может решиться очень положительно. Тогда примите во внимание, если вы закрываете какую-то финансовую тему, или вы решаете финансовый вопрос, или вам приходит крупная сумма денег, возможно, мои дорогие, которую вы ждали, а она задерживалась, тогда нужно тоже продумать, куда вы их потратите. Тут как будто для чего-то вам это дается, для чего-то нового именно. Это как знак судьбы. Может быть, и продолжать какое-то ваше дело. Если это вы, ну, как ваше, может быть, у кого-то проиграется ваше хобби или ваше ремесло, которое вы недавно совсем монетизировали. И, видимо, ноябрь-декабрь вы получаете эти самые деньги, может быть, даже первые заработанные, и вас это вдохновляет, и вы понимаете, елки-палки, правда, вот именно в этой стезе я могу заработать более чем хорошие деньги. Но мне себя где-то придется перестроить. Может быть, кстати, график собственной жизни перестроить. И дальше арканы не тяну. Когда выпадает именно в этой колоде древо жизни, древо сферот. Это полный баланс. Как и вопросы дома, как и вопросы с домочадцами, вопросы с родственниками, встречи с родственниками, встречи с любимым человеком. Гармония в душе, гармония в вашей личной жизни. Но это тоже вам словно дается какой-то, как бонусом, мои дорогие, для того, чтобы вы изменили, может быть, себя или свою жизнь. Это ваша миссия, если хотите. Никогда не выпадает эта карта древа жизни просто так. Перекладывайте на себя, мои дорогие водолеи, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.